Что спросить у работодателя на собеседовании? Важно понимать, что на данном этапе переговоров вы находитесь на равной позиции с работодателем. Как он узнает о вас какую-то информацию, так и вы узнаете информацию о нем через вопросы. И благодаря подготовленным вопросам вы заранее сможете спрогнозировать, насколько вам комфортна данная работа, насколько она вам подходит. И более того, подготовленный этот этап показывает вашу заинтересованность и вашу вовлеченность к данной позиции. И сегодня вы узнаете список вопросов, которые вы потенциально сможете задать вашему будущему работодателю, для того, чтобы вы могли сделать правильное решение. Всем привет, меня зовут Александр Дегтярев, и на этом канале мы говорим о том, как сделать преуспевающую карьеру. Подписывайтесь, смотрите также другие ролики про собеседование, про резюме у меня на канале, а мы начинаем. Итак, что касается вопросов. Сейчас я поделюсь с вами списком, а приоритетность вопросов, по какому порядку его задавать, вы уже определяете сами индивидуально на вашем собеседовании. Ну и первое, с чего можно начать, что для вас будет важным, это вы можете спросить, что будет входить в ваш пул обязанностей. Потому что, как правило, в вакансии не всегда пишут всю информацию о вашей будущей работе, а благодаря этому вы можете узнать конкретно, чем вы будете заниматься. Далее, еще один нужный момент, который следует сразу уточнить, это какие будут ожидания у работодателя на вас во время испытательного срока. Это были такие два фундаментальных важных вопроса, которые, в принципе, стоит изучить сначала. Но следующий момент – это пара вопросов для того, чтобы обезопасить себя, для того, чтобы проверить работодателя. Это поинтересоваться по поводу вашей текущей вакансии, новая она или ушел человек, то есть ищут человека на замену. Есть вопрос, который можно задать, но его стоит задавать аккуратно. Это сколько было сотрудников за последние несколько лет и почему они ушли. Это в случае, если ищут человека, когда человек прошлый ушел. Вот благодаря ответу работодателя вы сможете узнать, какой сценарий возможен и с вами. Но если эта вакансия новая, то вам отчасти повезло. И тут можно узнать про текущую команду, с какой командой вы будете работать, сколько там будет людей и кому вы будете подчиняться. Далее, вполне нормально будет задать вопросы по продукту, узнать более детально, что за продукт, с каким продуктом вы будете работать. Только важно предварительно узнать информацию о компании в интернете, чтобы показать свою заинтересованность, свою подготовленность, потому что без подготовки не стоит идти на собеседование. Следующее, это вполне нормальным задавать вопросы по поводу трудоустройства, какое оно, официальное, неофициальное, как там с выплатами зарплаты, как часто, какой график работы. Вполне нормально задать про существует ли обучение сотрудников, какие есть перспективы дальнейшего роста, какие есть возможности для дальнейшего развития. Ну и закончить это все можно специфичными вопросами по вашей нише и по вашей должности. Ну, образно, типа, в какой программе вы будете работать, с каким оборудованием вы будете работать и так далее. Но в конце можно будет так и спросить, в течение какого времени вам ожидать ответ, ожидать обратную связь от них, ожидать, что они сами вам позвонят и дадут вам обратную связь, или же вам стоит самим позвонить для того, чтобы узнать какую-то информацию. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайк и рекомендую посмотреть это видео про ошибки на собеседовании.